Мотивация у меня не настоящая. Все говорят, что эта мотивация не настоящая. Дисциплина – это самое настоящее явление. У меня нет желания тренироваться, но я все равно тренируюсь, потому что я дисциплинированный человек. К тому же ты не можешь идти по жизни, занимаясь только тем, чем тебе хочется заниматься. Так что все зависит только от тебя, мой друг. Послушай, ты можешь чувствовать себя возбужденным в течение 10 минут после этого небольшого разговора, но ты не будешь чувствовать себя возбужденным вечно. Тебе нужно наладить систему работы. Тебе нужно привить себе дисциплину. Тебе нужно создать вокруг себя атмосферу людей, которые будут держать тебя в ответе и не будут мешать тебе продолжать оставаться никем. И тогда ты исправишь свою жизнь. В противном случае ты так и останешься никем. Ты устал. Ты не хочешь работать. Ты хочешь лечь, спать и просто расслабиться. Ты все равно делаешь это, черт возьми, в любом случае. Это самый основной императив мужского каркаса, который был разрушен в режиме реального времени. Они пытаются убедить тебя в том, что ты должен поступать так, как ты себя чувствуешь. Тебе следует почаще проявлять свои чувства. Если ты так себя чувствуешь, ты должен показать это всем. Если тебе хочется плакать, плачь. Я хочу сказать, что причина, по которой они пытаются пробудить в тебе эмоциональность, кроется именно в том, что сказал Майрон. Большую часть времени тебе не хочется делать то, что ты должен делать. Но истинно мужская натура на протяжении всей истории человечества состояла в том, чтобы делать то, чего они не хотели делать, но знали, что должны это делать. Потому что у них есть честь и долг. Вот что значит честь и долг. Неужели ты думаешь, что люди, находившиеся на борту Титаника, хотели остаться на этом гребаном Титанике? Нет. Мы же мужчины. Мы должны остаться здесь навсегда. Нам страшно, но мы должны это сделать. Наш долг — позволить женщинам и детям сесть в спасательные шлюпки. Это мужской долг. Хороший мужчина должен держать себя в руках. Я обладаю абсолютным самоконтролем. Эмоциональный контроль абсолютно и исключительно важен для мужчины. Я хочу сказать, что ты должен понимать как мужчина, что существуют определенные принципы, в соответствии с которыми ты действуешь независимо от того, что ты чувствуешь. Я могу просыпаться в ужасном настроении. Я могу просыпаться грустным. У меня может болеть голова. У меня может быть напряженный день, стресс и так далее. Я буду выполнять те же самые задачи так, как если бы проснулся в фантастическом настроении. Я буду делать то же самое, потому что то, что я чувствую, никак не влияет на то, что я собираюсь делать в течение дня. Потому что у меня есть долг перед самим собой и перед своей родословной. Это потому, что ты думаешь, что с тобой что-то не так. Ты уходишь, а нет, мне не хватает мотивации. У меня нет мотивации ходить в спортзал. Вот вам и последние новости. Я тоже этого не делаю. И все равно я это сделал. Так что же ты теперь собираешься сказать? Теперь у тебя нет никаких оправданий, не так ли? О, ты боишься выходить на ринг. Я тоже боялся этого. Я все равно сделал это. Мне страшно заходить в клетку. Я тоже боялся этого. Я все равно сделал это. Быть мужчиной — это вовсе не значит ничего не чувствовать. Главное — вести себя так, как ты должен вести себя, независимо от того, что ты чувствуешь. Мы начинаем действовать. Мы люди действия. Мы доводим свои дела до конца. Именно так и был устроен этот мир. Вот и все остальное. Все люди, которые строили небоскребы, в любом случае боялись получить желаемое. Тебе нужно стать человеком действия. Перестань беспокоиться о том, как ты себя чувствуешь, и начни беспокоиться о том, что ты должен делать. Как насчет этого? Я всегда был дисциплинирован по отношению к самому себе, потому что всегда жил дисциплинированной жизнью. Я жил в дисциплинированном домашнем хозяйстве, как будто не существовало такого понятия, как «я не хочу этого». Так что даже сейчас, если я проснусь и не захочу что-то делать, мне не нужно, чтобы кто-то говорил мне это делать, потому что я все равно это сделаю. Кто хочет пробежать марафон? Никто не хочет этого делать. А кто хочет это сделать? Ты просто сделай это, не так ли? Потому что ты знаешь, что это именно то, что тебе придется сделать, когда тебе придется проливать кровь, пот и слезы. Существует такая версия мира, в которой ты можешь чувствовать что-то и действительно не отказываться от своих чувств. Я делаю все, что в моих силах. Если мне становится грустно, это никак не меняет того, как я себя веду и что я делаю. Если мне не хочется ходить в спортзал, я иду в спортзал. Мне не хочется работать, но я все равно буду работать. Если я проснусь в хорошем настроении, и мне нужно будет заняться бизнесом. Если я проснусь в грустном настроении, мне придется заняться тем же самым дерьмом. Я обязательно с этим справлюсь. Так в чем же тогда заключается вся важность этого? Я так и думаю об этом. Вот как я на это смотрю. А как это влияет на то, что я собираюсь делать дальше? Ничего страшного, это не имеет никакого значения. Мотивация сама по себе является мошенничеством. Я не верю в мотивацию. Я верю в эту дисциплину. У меня нет мотивации делать то, что я должен делать. Я не просыпаюсь полным радости по утрам. Мне нужно ходить в спортзал независимо от того, нужно мне работать или нет, заниматься всякой ерундой. У меня нет никакой мотивации заниматься этим делом. Я очень дисциплинирован. Я выполняю их независимо от того, как я себя чувствую. Независимо от того, в настроении я это делать или нет. Все равно это будет сделано. Вот в чем заключается дисциплина. Дисциплина — это настоящая вещь. Мотивация мимолетна. У тебя никогда не будет постоянной мотивации. У меня есть много людей, которые пишут мне сообщения и говорят,
говорят, что у меня проблемы с мотивацией. И мой ответ прост: тогда оставайся неудачником. Если ты не можешь найти в себе мотивацию не быть неудачником, тогда я настоятельно рекомендую тебе просто оставаться неудачником, оставаться на своей полосе и держаться подальше от меня. У меня нет времени на людей, которые не могут найти в себе мотивации исправить себя и свою собственную жизнь. Я отношусь к тому типу людей, которые готовы выступать 7 дней в неделю. Не имеет значения, что я чувствую, не имеет значения, что случилось, не имеет значения, насколько радостными или печальными должны быть наши поступки. Именно такой образ мыслей тебе нужно усвоить, если ты хочешь стать победителем. Я думаю, что мужчине не должно быть абсолютно никакого дела до того, счастлив он на самом деле или нет. Если я проснусь и почувствую себя несчастным, я буду поступать точно так же, как если бы я был счастлив. Я точно так же буду ходить в спортзал. Я буду работать точно так же. То, как я себя чувствую, никак не влияет на то, как я живу своей жизнью. Я не думаю, что счастье как показатель является здоровым взглядом мужчины на жизненный успех. Если ты просыпаешься и думаешь: «О, счастлив ли я?», не так ли? Ты неправильно смотришь на жизнь. Я думаю о мужчине, если ты поставишь счастье слишком высоко, если ты сдвинешь его вниз по шкале, не так ли? И ты начинаешь задумываться о том, добился ли я успеха, компетентен ли я в этом деле, добиваюсь ли я чего-нибудь, уважают ли меня. Если ты начнешь обращать внимание на эти показатели своей жизни, то в конечном итоге станешь счастливее, даже не анализируя на самом деле, счастлив ты или нет. Тебе нужно просто работать. В какой-то момент тебе придется стиснуть зубы и просто работать. Усердная работа никогда не помешает тебе. Независимо от того, в каком сценарии ты находишься, усердная работа никогда тебе не поможет. И просто удивительно, что я даю разные варианты одного и того же ответа на 99% вопросов, которые мне задают. Работай усерднее. Если у тебя возникли проблемы, будь ты на мели или не в форме, умрет ли твой друг, бросит ли тебя твоя девушка, впадешь ли ты в депрессию, в чем бы это ни было. Почти всегда нужно работать усерднее. Так что ты знаешь, что тебе нужно сделать, и ты должен это сделать. И что самое удивительное, опять же, это своего рода противоядие. Если ты примешь противоядие до того, как отравишься ядом, то, во-первых, ты никогда не заболеешь. Если ты всегда работаешь так усердно, как только возможно, если ты всегда надрываешь свою задницу и стараешься быть лучшей версией себя каждый божий день, то ты никогда не заболеешь в первую очередь. Ты уже работаешь, ты уже принимаешь противоядие. Так что к тебе ничего не может быть привязано, не может быть привязано. Они не могут завладеть тобой. Упорный труд — это противоядие от всего на свете. Так почему бы тебе просто не сделать это заранее? Почему бы тебе просто не превратить свою жизнь в такую же работу, как у меня? Почему бы тебе просто не посвятить себя какому-нибудь делу, не встать и не делать то, что ты должен делать каждый божий день? Я терпеть не могу лодырей. Так что если ты относишься к тому типу людей, которые собираются бросить потому что это тяжело, то я даже не хочу, чтобы твоя энергия была рядом со мной, не так ли? Тебе нужны люди, которые не бросают. Я не бросаю. Каждый отдельный аспект моей жизни является свидетельством того факта, что я не бросаю. Я никогда не бросал. Так вот в чем вся разница. Когда мне было тяжело, я все равно это делал. Именно таким я и был всегда. И если у тебя не будет такого упорства, ты никогда никем не станешь. Вот и все. Я неутомим, я не сдаюсь, не устаю. Именно этого они и хотят. Именно этого хочет от меня брат. Они хотят попытаться выиграть войну на истощение. Они хотят измотать меня и надеяться, что я сдамся. Я совсем не такой парень. Я тот парень, который продолжает идти вперед. И если ты действительно неутомим в жизни и проницателен, то это мое любимое высказывание, которое я повторяю постоянно. Непревзойденная проницательность в сочетании с абсолютной неутомимостью делает меня грозным противником в любой области человеческих начинаний. Это абсолютная и абсолютная правда. Если ты будешь обращать внимание на то, что происходит вокруг тебя, и не сдаваться, ты станешь опасным противником в любой сфере человеческой деятельности. Не имеет значения, что бы ты ни пытался сделать. Я знаю, что то, что я говорю, хорошо для общества и для всего мира. Я, никого не заколдовывал с помощью магии. Причина, по которой люди слушают меня, заключается в том, что им нравится то, что я говорю, и они знают, что я говорю правду. Именно по этой причине я и нахожусь здесь. И я собираюсь продолжать в том же духе. И никто ничего не может с этим поделать.